Здравствуйте! Сегодняшний наш рассказ и о томатах, и о помидорах. Хотя в нашей стране эти слова считаются синонимами, но на самом деле это не совсем так. Томат и помидор – это один и тот же плод, но названия используются в разных контекстах. Томат – это название культуры или растения, а помидор – это название плода этого растения. Помидоры являются ягодами, согласно ботаническому определению, но в бытовом использовании и кулинарии они часто относятся к овощам. Томаты могут использоваться для обозначения семян и кустов, а помидоры – для обозначения свежих плодов. В разговорном русском языке границы между этими двумя словами уже стерлись, но все же лучше знать разницу и называть вещи своими именами. В продуктовом магазине мы часто ищем самые спелые помидоры, какие только можно найти. Но это бывает не всегда. Единственные по-настоящему созревшие помидоры, которые можно найти в супермаркете, находятся в формочках и баночках. Это томатный соус и томатная паста. В них действительно используются полностью спелые и ароматные помидоры. Проблема свежести зависит от логистики. Например, эти помидоры выращиваются для соусов Prego Farmers Market. Всего несколько часов, и они с поля попадут на консервный завод, который находится на расстоянии всего 1 километра. Свежие товарные помидоры должны доставляться в магазины по всей стране. Но если они уже созрели, то, не дойдя до места, они могут просто сгнить. Поэтому их собирают твердыми и зелеными, прежде чем они достигнут максимальной зрелости и сладости. В США 95% всех перерабатываемых помидоров растет в штате Калифорния. Здесь добились успеха благодаря развитию широких достижений в производственных технологиях, инновациях и генетике. Местные генетики разработали гибридные сорта томатов, подходящие для механического сбора урожая. Внедрение томатоуборочных комбайнов и широкое распространение капельного орошения привело к тому, что Калифорния стала крупнейшим производителем томатов в стране, а ее доля в мировом производстве составила более 35%. Довести урожай до максимальной спелости – это трудная задача. Каждый день фермеры рискуют тем, что могут потерять все, что вырастили. Здесь, в северной части Калифорнии, известной своим средиземноморским климатом с теплыми и сухими днями, помидоры чувствуют себя очень комфортно. Томаты являются культурным растением, и их происхождение связано с Южной Америкой. Там томат является многолетним вечнозеленым растением. Есть сведения о том, что помидоры выращивали древние перуанцы еще в V веке до нашей эры. В своей кухне для приготовления соусов его использовали еще древние ацтеки. В Европу помидор привез в 1540 году испанский капитан Эрнан Кортес. Впервые возделывать помидоры в Европе начали в 50-е и 60-е годы XVI века. Слово «томат» восходит к ацтекскому названию растения «томатль». На европейском континенте томаты успеха не имели. С ними не знали, что делать, и многие считали их ядовитыми. В конечном итоге повара из Южной Италии, бывшей колонии Испании, по-настоящему полюбили помидоры. Ведь представить итальянскую кухню без помидоров невозможно, ведь не будет никакой пиццы и никакого соуса для пасты. Каким же печальным был бы этот мир? Во всем мире насчитывается более 20 тысяч сортов томатов, которые условно классифицируются по форме и размеру. И все они богаты витаминами С и К, а также фолиевой кислотой и калием. Многие люди получают больше всего витаминов из помидоров, чем из любых других фруктов или овощей. Это происходит потому, что много тех, кто очень любят соус для спагетти, а также кетчуп и пиццу. В отличие от садовых, эти помидоры выведены таким образом, что созревают на всех ветках одновременно, позволяя собирать урожай спелых плодов сразу со всего поля. Сбор урожая помидоров начинается в конце июля. К концу сентября это становится практически круглосуточной работой. Сбор плодов продолжается каждый день и каждую ночь. Спелые помидоры не могут ждать. Как только они станут красными, у сборщиков есть всего 2 недели, чтобы их собрать. Можно подумать, что это довольно просто, ведь весной в течение 2 месяцев посажены тысячи гектаров по 40 гектаров в день.
Кажется, просто нужно начинать собирать урожай с первых посаженных растений и соблюдать последовательность. Но сельское хозяйство больше похоже на кубик Рубика со множеством движущихся частей. Нельзя работать с одной стороной и забывать о других. Первый фактор – это погода. Если пойдет дождь, то все помидоры могут сгнить на корню. Второй фактор – это поломки оборудования. Эти машины работают в 2 смены по 10 часов каждый день и вполне могут сломаться. Это тоже может сдвинуть сроки уборки. Поэтому приходится работать по ночам. Нельзя совершать слишком много ошибок. Сбор урожая – это неумолимая и изнурительная работа. Но в то же время это и праздник, кульминация сезона, пройдены пот и слезы. А начинается этот сезон в начале марта, когда появляется первая рассада. Выращенная в теплице, она постепенно высаживается в грунт. Растения томатов – это очень нежные и чувствительные существа. Так, если май будет слишком прохладным, то они не будут активно расти, а если в июле будет слишком жарко, то цветы растения могут не выжить. Перед высадкой томатов в поле создаются аккуратные грядки. Затем вносятся гербициды, при помощи которых борются с сорняками и патогенными вредителями. За несколько дней до посадки грядки поливают водой с использованием разбрызгивателей или капельного орошения. При посадке томатов используется техника пересадки рассады, называемая трансплантацией. Это процесс пересадки растений из одного места в другое. В данном случае рассада томатов пересаживается из контейнеров в грунт. Этот метод позволяет получить более здоровые и крепкие растения, так как рассада выращивается в контролируемых условиях и обычно хорошо защищена от вредителей и болезней. Вскоре после посадки производится неглубокая обработка от сорняков с использованием механических ножевых лезвий или культиваторов, которые, кроме того, выравнивают грядки. Это будет способствовать эффективной механической уборке урожая. Примерно через 2 месяца все поле покрывается зелеными кустами томатов. Каждый цветок – это один будущий помидор, поэтому если в жару увянут цветы, помидоров не будет. Когда плоды начинают активно расти, их нужно обеспечивать водой. И это должно быть стабильно, иначе урожай погибнет, и игра будет окончена. Только это, конечно, не игра. Для многих фермеров урожай – это средство к существованию. В него вкладывают часто последние деньги. Вот почему риск велик. Для повышения стабильности фермеры устанавливают ирригацию под поверхностью земли. И хотя затраты на это высоки, ирригация позволяет обрабатывать больше земли и делать это более эффективно. Удается добиться сокращения потребления воды на 30%. За 2-3 недели до сбора урожая подача воды ограничивается, так как в этот период происходит концентрация мякоти, она становится более плотной и мясистой. Но как узнать, что помидоры готовы к сбору? Перед вами очень незрелый помидор. Он созреет по крайней мере недели через 3. Но есть и другие плоды, похожие на эти. У них середина немного красная. И такому помидору зреть, возможно, осталось всего дней 10. После этого он станет красным, и именно красным изнутри. По мнению экспертов, время сбора урожая помидоров должно наступать, когда плоды приобретают зрелый оттенок зеленого. Затем им нужно дать время, чтобы они дозрели до желтого, оранжевого или красного цвета. Если помидор имеет красный или бледно-красный цвет, то он готов к сбору урожая. Кожура зрелого помидора также становится более тонкой и легко отделяется от плода. Созревший помидор приобретает более яркий и насыщенный аромат, чем недозрелый. Такой помидор также имеет более сладкий и насыщенный вкус. На этом поле лозы томатов не поддерживаются шпалерами. Это значит, что их будут собирать не вручную, а специальными комбайнами. Томатоуборочные комбайны спроектированы таким образом, чтобы минимизировать повреждения плодов во время сбора урожая. Комбайны используют различные технологии. В теплицах роботы-комбайны используют технологию вакуумного сбора, которая позволяет собирать помидоры без контакта с растением.
Другие комбайны используют мягкие щетки, которые осторожно снимают плоды с растения. Кроме того, комбайны оснащены датчиками и камерами, которые помогают определить зрелость плодов и точно определить местоположение каждого плода. В целом, технологии, используемые в томатоуборочных комбайнах, позволяют собирать помидоры без повреждения плодов и сохранять их качество. В считанные секунды комбайн срезает все растения и передает их в шейкер. Помидоры загружаются в бункер, а зеленая ботва выбрасывается наружу. Плоды быстро проходят через цветовой сканер, который отсеивает незрелые помидоры. Он сканирует все, что не имеет ярко-красного цвета, и предотвращает его попадание в бункер. Но на всякий случай работу агрегата контролируют еще и человеческие глаза. Зрелые помидоры попадают в прицеп, который движется рядом с комбайном. Таким образом, собирается около 50 тонн плодов сакра. В день фермеры собирают до 24 прицепов с помидорами. Это примерно 540 тонн. Так они работают каждый день в течение 2 месяцев подряд. Колоссальная щедрость этой земли просто поражает воображение. Чтобы дать почве возможность отдохнуть и восстановиться, фермеры чередуют посевы на своем поле. Так, рядом с помидорами расположены поля подсолнечника, менее требовательной культуры, которая дает почве время восстановить свою силу. Одними из самых популярных продуктов, производимых из помидоров, является томатный соус и томатная паста. Его можно встретить во многих домах по всему миру. Для его производства грузовики, вмещающие 22 тонны помидор, направляются на консервный завод. На заводе грузовой прицеп заливают водой, чтобы помидоры могли выплыть через боковую дверцу. С июля по октябрь на завод каждый день поступает 2,5 миллиона помидоров. Сначала поток воды выталкивает их из стального канала. Грязная вода с остатками почвы стекает через щели транспортера. В канале с чистой водой все камни опускаются на дно и удаляются. Прохождение томатов по водным каналам предохраняет их от повреждений и запускает процесс деликатной очистки перед обработкой. Помидоры плавают в большом резервуаре, где перемешиваются для более бережной очистки. В пузырьковом резервуаре пузырьки поддерживают помидоры во взвешенном состоянии. Здесь они перемещаются и очищаются одновременно. Затем помидоры поступают на сортировочную линию. По мере продвижения по конвейеру их также очищают водяными форсунками. Электронный сортировщик удаляет любые поврежденные, обесцвеченные или незрелые плоды. Отобранные качественные помидоры попадают на следующий этап, где их погружают в очень горячую ванну. Это поможет смягчить помидоры и ослабит их кожицу. На следующем этапе овощечистка аккуратно отделяет мякоть от кожицы. Задача состоит в том, чтобы удалить только внешний слой кожицы, оставив остальную часть помидора нетронутой. Поток воды омывает кожицу, которая проваливается сквозь резиновые диски, не оставляя после себя грязи. После очистки помидоры попадают на другой конвейер, где их окончательно полощут. На этом конвейере движется поток очищенных томатов к помещению для обработки. По мере его продвижения помидоры падают с пандуса к режущему станку. Ленточный конвейер переносит плоды к вращающимся шнекам, где каждую секунду разрезаются 4 килограмма овощей. Нарезанные помидоры проходят дополнительный автоматический контроль, который удаляет все бракованные кусочки, а помидоры продолжают свое движение. В другом цехе рабочие готовят поддоны с пустыми алюминиевыми банками для подачи их в последующем к разливочным машинам. Наличие достаточного количества алюминиевых банок на линиях является критически важным для всего процесса переработки томатов. Перед тем, как банки дойдут до машины по разливу соуса, их переворачивают и обрабатывают потоком ионизированного воздуха, чтобы убедиться, что они чистые и пустые. Тем временем помидоры попадают в измельчитель, который превращает их в пюре. В этой машине используются специальные лезвия, способные нарезать и измельчать помидоры на мелкие кусочки, что позволяет им легко смешиваться с другими ингредиентами.
После измельчения томатов полученное пюре фильтруют, чтобы удалить любые оставшиеся семена или кожицу. Фильтрация осуществляется с помощью машины, пропускающей пюре через ряд сит и фильтров для удаления примесей и получения гладкого и однородного продукта – томатного соуса. Удаление с помидоров семян и кожицы имеет важное значение, так как их наличие может изменить текстуру и вкус соуса. На последнем этапе происходит удаление примесей. Это нужно, чтобы продлить сроки годности соуса. После завершения процесса измельчения томатное пюре передается на следующий этап производственного процесса – варку. Томатное пюре помещают в большие котлы из нержавеющей стали. Эти котлы нагреваются паром. Пюре постоянно перемешивается, чтобы оно не подгорало и не прилипало к дну котла. Варка может длиться несколько часов. В больших котлах пюре смешивается с ингредиентами. Также добавляются соль, сахар и специи. Смешивание происходит в течение 20 минут, чтобы обеспечить равномерность. После того, как томатный соус перемешан, его прокачивают в помещение пастеризации. Смесь нагревают до высоких температур, чтобы убить бактерии. Затем готовый соус охлаждают для последующей упаковки. После пастеризации томатный соус отправляют в цех разлива. Разливочная машина разливает томатный соус в алюминиевые банки. Процесс упаковки полностью автоматизирован. На банки наклеиваются этикетки, их упаковывают и отправляют потребителям. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!